На месте любого преступления всегда остаются свидетели, только они безмолвны. Это могут быть отпечатки пальцев, какие-то едва заметные волокна ткани или вообще цифровые импульсы в сети. Так вот, криминалистика — это та самая наука, которая дает этим свидетелям голос. Она превращает тихие, незаметные следы в громкие факты, позволяя нам восстановить всю картину прошлого. Но как именно это работает? Каким образом один единственный след, какая-то мелочь может стать ключом к разгадке целого дела? Восстановить всю цепочку событий и указать на преступника? Давайте в этом и разберемся. Проследим весь путь этой науки, от первых гениальных догадок до технологий, которые нас ждут в будущем. Так что же такое криминалистика по своей сути? Но это точно не просто разглядывание улик под микроскопом. Нет-нет. Это целая система знаний, которая изучает, можно сказать, саму механику преступления, как оно совершается, какие информационные следы при этом неизбежно появляются, и, что самое главное, как эти следы грамотно собрать, исследовать и превратить в доказательства, которые будут иметь реальный вес в суде. Чтобы понять, как мы дошли до сегодняшних методов, нужно вернуться в XIX век. Представьте, города растут с невероятной скоростью, появляются железные дороги, а вместе с ними и совершенно новый тип преступности. Более организованный, более анонимный, и старые методы, которые строились на слухах да на интуиции, просто перестали работать. Нужен был системный, научный подход. И вот в этот самый момент на сцену выходят два человека, которые без преувеличения изменили все. Это Альфонс Бертильон, который придумал, как безошибочно устанавливать личность человека, и Ганс Гросс, который взял все разрозненные методы того времени и собрал их в единую, стройную науку. Давайте перенесемся в парижскую полицию 1880-х годов. Молодой писарь по имени Альфонс Бертильон каждый день сталкивается с одной и той же проблемой. Задерживают преступника, а он просто называет вымышленное имя. Карточки в архиве бесполезны, там написано что-то вроде «средний рост, темные волосы». В итоге его отпускали, и он снова шел на дело, но уже под новым именем. Бертильона этот хаос просто выводил из себя. И тогда он предлагает нечто революционное — применить к опознанию человека строгую математику. Его система, которую назвали Бертильонаж, основывалась на очень простом факте. Скелет взрослого человека уже не меняется. Бертильон выделил 11 уникальных измерений тела, которые все вместе создавали абсолютно неповторимый портрет. И вот тут начинается самое поразительное. Математика была полностью на его стороне. Шанс, что у двух разных людей совпадут все 11 измерений, был практически нулевой, 1 к 4 миллионам. И вот 20 февраля 1883 года система сработала. Задержанный назвался Дюпон, но замеры Бертильона безошибочно указали на карточку рецидивиста по имени Мартен. Это был триумф. Можно сказать, что научная идентификация личности родилась именно в тот день. Хорошо, если Бертильон был гением-практиком, который создал точнейший инструмент, то австрийский следователь Ганс Гросс был гением-теоретиком. Он понял, что расследование — это не какое-то искусство, а настоящая наука, и у этой науки должны быть свои законы. Он увидел, как можно взять разрозненные знания из химии, физики, баллистики, психологии и объединить их в одну мощную систему. Его огромный труд, руководство для судебных следователей, современники тут же окрестили «Библией следователя». И это не случайно. Впервые у сыщиков по всему миру появился, по сути, общий язык и универсальный набор инструментов. Гросс не просто собрал знания в кучу, он создал совершенно новую дисциплину и дал ей то самое имя — криминалистика. Итак, основатели заложили фундамент. А на чем же стоит вся современная криминалистическая экспертиза? На самом деле, она всегда ищет ответы всего на два ключевых вопроса. Эти вопросы можно задать абсолютно любому следу или улике. Первый вопрос — идентификационный. Его задача — установить тождество. То есть не просто найти похожий нож, а доказать, что именно этот конкретный нож оставил след. Это поиск уникального совпадения. Знаете, как один ключ подходит только к одному замку. По сути, это ответ на вопрос «кто» или «что?». А вот второй вопрос — диагностический. Здесь мы пытаемся понять, что именно произошло, как взломали дверь, с какого расстояния стреляли, какая была последовательность событий. Диагностика восстанавливает механизм преступления, как врач ставит диагноз по симптомам. Она отвечает на вопросы «как» и «почему».
Давайте закрепим, чтобы было совсем понятно. Ключевое различие вот в чем. Идентификация, грубо говоря, указывает пальцем и говорит: вот эта гильза выстрелена из вот этого пистолета. А диагностика рассказывает историю. Выстрел был сделан с близкого расстояния, под углом примерно 45 градусов. То есть одно устанавливает источник, а другое реконструирует само событие. Но самое главное, что нужно понимать, в реальной жизни эти два процесса просто неразделимы. Они работают в команде, как два детектива, которые шаг за шагом, улика за уликой, собирают целостную картину преступления. И вот вам отличный, очень простой пример. Эксперт на месте кражи со взломом. Шаг первый — диагностика. Он изучает повреждения на замке и делает вывод. Так, замок вскрыт снаружи, скорее всего, какой-то плоской отверткой. Круг поисков уже сузился. А потом шаг второй — идентификация. У подозреваемого находят отвертку. И теперь следы на замке сравнивают с микроцарапинами на этом инструменте. Если они совпадают, все, пазл сложился. Разумеется, наука на этом не остановилась. В 20 веке теория криминалистики продолжала развиваться, например, в работах Рафаила Белкина. Но настоящий технологический взрыв в конце 20 и начале 21 века открыл, конечно, совершенно новые горизонты. И вот это прекрасно показывает, насколько живы идеи Гросса и Бертильона сегодня. Те же самые принципы — идентификация и диагностика — теперь применяются к таким объектам, о которых они и мечтать не могли. Вместо измерения черепа — анализ ДНК, вместо следов на грязи — цифровые следы в лобах серверов. Голос, радужка глаза, химический состав вещества — все это новые следы, которые требуют все тех же двух ответов: что это и что здесь произошло. И все это подводит нас к одному очень большому вопросу. Один из отцов-основателей криминалистики, Эдмонд Локар, сформулировал принцип: каждый контакт оставляет след. Так вот, если технологии позволяют нам находить все более микроскопические, невидимые следы от одной клетки до одного бита информации, остается ли в современном мире место для преступления, которое не оставит после себя вообще ничего? Пожалуй, это и есть главный вызов для криминалистики будущего.